Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс. Таро на неделю с 21 по 27 апреля. Давайте узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь и с чем это будет связано. Возможно, это будет и новость какая-то, информация, полученный документ или человек с персоной бы это связано. Знаки судьбы, достанем мы такие карты. Что вам хотят сказать высшие силы? Что вам важно услышать или нужно знать? Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Один из тысячи вариантов нам предлагают рассмотреть карты, и я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки, мои дорогие львы, вы все же получите. Или ваш пазл сложится, какую-то свою историю продумаете. Или обдумайте, найдете какие-то ресурсы. Итак, мы с вами смотрим. Смотрю я, смотрите и вы. Но уже открытый путь. Значит, есть какие-то возможности. Это факт. Может быть, это вы засобираетесь куда-то в поездку. Такое тоже могу допустить. Может быть, необходимо будет куда-то съездить, что-либо согласовать. Но все же ключ часто говорит действительно, что перед нами открываются либо возможности, либо какие-то новые пути. Ну и, видимо, не застрять где-то в мыслях о прошлом. Для вас с самого начала карты, где-то направляют вас вот именно в эту сторону. Не анализируй, как будто лев. У тебя сейчас возможности, и это правда. С одной стороны, смотрите, у вас выпадает прекрасное значение. Спокойное течение жизни, но еще и одновременно исполнение желаний. Но это еще и корабль, один из символов Меркурия, поэтому работа с информацией. Я могу допустить, что у вас работы будет много или людей будет много. Особенно если вы работаете, вот именно сам труд ваш, профессия связана с большим количеством людей, с большим количеством контактов. Значит, много будет и той информации, которую вам словно перелопатить нужно. Может быть, даже если вы не работаете, вы хотите решить какой-то вопрос. И тогда, я допускаю, вы можете искать информацию в интернет, к примеру, или в каких-то, может быть, и первоисточниках даже. И в библиотеку, может быть, кто-то пойдет или книгу купит. Или, есть какая-то вот составляющая, которая для вас и важна, и то, что вы хотите решить. Я могу допустить, что какое-то одно желание, все-таки исполнение желаний по кораблю проходит, и карты вас настраивают на добрый лад и говорят: переключись, лев, на какой-то более позитивный или позитивную тональность своей жизни. Даже если у тебя сейчас пока не все так ровно гладко, то рассмотри альтернативные варианты. Любовь, мои дорогие. Да, вам любовь как будто открывает новые перспективы. Или есть возможность, может быть, и познакомиться с кем-то. Я не могу этого, безусловно, утверждать, но, может быть, это и прежние какие-то контакты, дружба, и у кого-то чувства вспыхнули с новой силой, или вы сами о ком-то вспомнили, и вам захочется контактов с этим человеком. Это я тоже допускаю. Для людей семейный мир, гармония, порядок в семье все же любовь, роза, да, это искренние отношения еще. Поэтому есть тот человек, который, может быть, вы не соглашаетесь во всех позициях с этим человеком, но тем не менее он к вам относится искренне. И мы ведь все разные, мы не должны никого воспитывать, кстати. Но от того, как мы сумеем договориться, как мы сумеем смотреть в одном направлении, зависит наше счастье, благополучие, мои дорогие. И правда, вот такая позитивная неделя. А вы знаете, для кого-то из вас поездка очень далеко. Но я уже не складываю, у вас совпадает дорога. И вот когда в этом пасьянсе дорога и одновременно ключ, это далекая или переезд, или путешествие, или поездка. Вы можете планировать, вы можете отправиться, вы можете подготавливать документы, готовить, да, собирать, например. И еще одновременно у вас выпадает якорь, уверенность, стабильность, надежность, может быть, и в конкретных контактах каких-то. Или когда какое-то дело у вас получается осуществить, и этот результат вам приносит не просто вдохновение, а
Ну вот уверенность или больше уверенности в завтрашнем дне. Это может быть действительно получен даже какой-то документ или поддержка конкретного лица. Или когда вы осуществили свое намерение, ну и это вот больше самодостаточности, и так тоже может быть. Я не исключаю, что у кого-то и по финансам решится вопрос, потому что все же у вас выпадает и благополучие, и одновременно якорь. Поэтому финансовые вопросы, да, вот, кстати, деньги сами по себе. И это тоже приятно, прямо скажем. Давайте посмотрим, что еще. Какие тут нам подсказки дадут карты. И в нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды по горизонтали и по вертикали. Смотрю, что у вас еще совпало. Какие значения? Сразу так я не вижу. Вообще должна сказать, по сути дела, нет никаких помех. И, наверное, все то, что я говорила по аркану ключ, до того, как мы не сложили вот именно вот этот вот квадрат, вас действительно высшие силы вам хотят сказать, что настройся, лев, более на такую позитивную ноту, позитивную тональность, потому что от твоего настроя или настроения будет зависеть, как исполнится твои желания, или, может быть, твоя активность, или ты просто просидишь в каких-то надеждах, или тут есть возможность самореализации, есть возможность, кстати, совершить действительно важные согласования. Сложила одно, теперь вижу другое. Корона. Корона – это и ваша отчасти в чем-то власть, но это еще у нас и высокие чиновники, представители власти, или когда вы идете в какие-то учреждения, узнаете, как правильно оформить тот или иной документ, или как какое-то дело ваше обустроить. Тут и благополучными будут некоторые контакты, даже сильными мира всего. Или когда вы идете в эти самые учреждения, значит, у вас что-то получится оформить. Или, может быть, встреча какая-то с человеком, пусть он даже в лице чиновника, да, но какой-то разговор может состояться, много информации мы говорили, и этот разговор для вас откроет новые перспективы. Иногда и так бывает. Ну хорошо, идем мы с вами дальше. Что спешит вашу жизнь? Ну вот придется делать выбор какой-то, я такое могу допустить. Кстати, семерка кубков нам часто говорит о том, что мы должны на что-то решиться. Не просто выбор, а вот, ну, сколько ты тут не раздумывай, пока выбор не сделаешь, ничто не будет меняться. Но что спешит вашу жизнь? Или кто спешит вашу жизнь? С чем это связано? Первая карта. Знаки судьбы. Что вам нужно услышать, принять во внимание? Что вам хотят сказать высшие силы? И к чему все идет? Если первая карта у нас обрисовывает, кто или что спешит в вашу жизнь, то как это будет продолжено? Или к чему все идет? И второй момент, или вторая карта, знаки судьбы, что вам хотят сказать высшие силы, на что обратить внимание, к чему это идет, какое продолжение, опять же, следует. Достанем по основным сферам жизни. Это у нас сфера ваших достижений, работы, профессионализма. Не работаете, значит, ну, документы. Ну, чем-то же вы занимаетесь, в конце концов. Вот то, что вы себе поставили в план. Или для кого-то учеба, и личная жизнь, и любовь. Итак, кто или что спешит в вашу жизнь? Ух, карта мир. Мир, спокойствие, гармония, какие-то результаты. 21-й старший аркан. Здесь, ну, наверное, вам высшие силы действительно помогают. Не упустите это время. Не поставьте что-то на паузу. Тут даже тот вопрос, который вы долгое время решали, вы можете найти выход из какого-то лабиринта, причем добрый выход. Может быть, с кем-то и помириться, такое тоже допускаю. И неважно, может быть, это вопросы каких-то контактов по работе, по согласованиям, может быть, и по документам, значит, в кабинете у чиновника тоже какой-то миролюбиво пройдет разговор на более позитивных тонах, а может быть, это в вашей семье. И здесь у каждого, конечно, по-своему. Кто-то из вас
по-настоящему задумается о переезде или будет в эту неделю активно ну, прикладывать усилия для того, чтобы получить какое-то разрешение, визу на поездку, на переезд, на путешествие. Может быть, вы и конкретно куда-то поедете. Такое тоже не исключаю. Но вообще это карта, когда нет ничего невозможного. Когда мы, с одной стороны, получаем какой-то хороший результат. И мы это сами тоже настроены по этой карте. Вот буквально миролюбиво. И что спешит? Радость спешит в вашу жизнь, мои дорогие. Кто спешит? Может быть, и кто спешит. И если, к примеру, вы с вашим любимым человеком на расстоянии, вы тоже можете здесь более конкретно договариваться о чем-то или уже планировать какие-то даты. К чему все идет? Давайте узнаем. Туз жезлов. А вы знаете, ваше желание действительно осуществится. Пусть даже я такое допускаю, это радость какая-то, безусловно, есть и будет на этой неделе. Но все же по тузу жезлов это конкретика. Да, это и информация, но это еще иногда и внутренний инсайт, как ноу-хау. Ох, я теперь знаю как получить визу, к примеру, или как оформить какой-то документ. Может быть, как оформить сделку по недвижимости. У каждого здесь по-своему. Как договориться с нужным человеком. Или сфера любви, сфера встреч каких-то. Вот здесь будет конкретная дата для тех, кому это актуально. Конкретная дата какая-то может быть назначена. Или когда вы понимаете, что вот уже чувствуете где-то интуитивно, что лед тронулся, или какой-то вопрос у меня точно будет решен. И по тузу жезлов это сразу и где-то возможность, и первые действия. К чему идет? К действиям каким-то идет. И вот этот аркан мир, он будет продолжен. То есть вот вся эта концепция, о которой я говорила, это будет продолжено. Продолжены добрые взаимоотношения, продолжены какие-то согласования. Некоторые, может быть, ваши первые шаги по направлению к оформлению тех или иных документов, значит, тут тоже и продолжено, и возможность какая-то будет. Хорошо, давайте посмотрим вторую карту как знаки судьбы. Что вам хотят сказать высшие силы? Часто восьмерка чаши говорит конкретно, мы куда-то отправляемся. Вот обратите внимание, могу предположить, что и на неделю у вас будет много каких-то перемещений. Но вы можете еще какие-то глобальные задумать. Или романтика, мои дорогие, вас позовет в дорогу за собой, да? Может быть, это будет связано с конкретным человеком. Может быть, и некоторые вопросы по работе, кстати. Когда вы задумаетесь всерьез, а не поменять ли мне работу на перемещение, на какие-то командировки, может быть. И надоело сидеть на месте в офисе, хочется видеть мир. И здесь, если вы к этому шли, или вы искали именно такую работу, допускали, что, если бы была такая возможность, я бы согласился или согласилась. Вы знаете, тут и возможность такая тоже может быть. Тут даже что-то невероятное может к вам прийти как возможность. Поэтому никакую глубокую философию на мелком месте. Вот изначально позвольте себе вот этот ключ, он сейчас в ваших руках. Позвольте себе, мои дорогие львы, открыть перед собой новые грани счастья, новые возможности, новые какие-то контакты с людьми, увидеть, может быть, действительно мир, или позвольте себе путешествовать, позвольте себе иное качество жизни. И в этом подсказка судьбы. Здесь как будто нужно отправляться в дорогу, или буквально, или аллегорически. Здесь нужно расширить собственные горизонты, или, может быть, и кругозоры. Может быть, и кто-то учит языки, а кто-то конкретные навыки, как ремесло, решится приобретать, потому что вы хотите путешествовать и работать из любой точки мира. Ну, наверное, настолько богатая палитра, у каждого своя, но, безусловно, больше вдохновения. По восьмерке чаш это когда мы словно сидели длительное время, как в заточении, да, или в каких-то периодах ограничения, когда все время что-то не получалось. А здесь мы понимаем, а нечего хранить, кроме спокойствия. А то, что было раньше, чем быстрее где-то это я оставляю за плечами и иду к солнцу буквально, к возможностям.
тем быстрее жизнь моя заиграет разными красками. И для меня откроются, как и новые горизонты, может быть, и новые кругозоры. Девушка уходит, обратите внимание, чаша с огнем. Это искусственный огонь, который, возможно, она поддерживала, да, как какое-то тепло. Имеется в виду тепло вашей души или тепло ваших надежд, вот душевных чаяний каких-то. Но теперь настало время идти к настоящему светилу, к солнцу. И я могу сказать, какой-то даже план у вас может родиться в голове, в вашей ментальности, какая-то задумка такая. Не прогоняйте от себя какую-то мечту, мои дорогие львы и львицы, потому что вполне вероятно, вот это солнце, это как ваша мечта зовет за собой. Тут вот этот внутренний инсайт может быть для вас как знак судьбы. Мы ведь эту карту достали как на знак судьбы. Поэтому тут действительно выход из какого-то периода ограничений именно в эту неделю для вас откроет новые перспективы. И к чему это все идет? Но все то, что я говорила по десятке мечей, вы оставляете прошлое за спиной. Одна карта дополняет другую. И в том плане мы оставляем, что, конечно, мы можем что-то передумать и по отношениям. Или когда у вас по работе откроются такие возможности, о которых вы просто мечтали. Конечно, нужно держать руку на пульсе, и будет для вас важна информация, согласование, словно впитывать как губка ту информацию, которая вокруг вас крутится, царит. Может быть, то, что говорят и руководители, и люди. И, может быть, знаете, такое тоже иногда в нашей жизни бывает. Мы случайно слышим какую-то информацию и понимаем, елки-палки, а ведь я этим вопросом занимался. Или я об этом всегда мечтала. И вы можете благодаря услышанному на что-то решиться. И вот этот позитивный момент, когда больше прошлое не давляет над вами. Или какая-то рутина, мои дорогие, к чему все идет, десятка мечей. Мы закрываем в прошлое дверь и оставляем эту самую рутину за спиной. Сфера достижений, работы. Аркан Дьявол. Ну, я должна сказать, в благополучном контексте эта карта трактуется как у вас будет достаточно физических сил, душевных тоже. Здесь и есть такое понимание, что хватит наших сил, несмотря на то, что неделя может быть насыщенная, вот как я сказала, с поездками, какими-то перемещениями, одновременно контактами. И когда много контактов, это ведь тоже душевных сил от нас требует, это и терпение, люди разные. Здесь будет не сорваться, это тоже важно. И вот этих сил нам карта говорит, у тебя хватит. Ты какое-то напряжение, даже если необходимо, ты все-таки выдержишь. С другой стороны, карта материальная очень, дьявол. И поэтому часто эта карта говорит о получении денег. Или если вы заработали какую-то сумму денег, какую-то работу выполнили, сложную или многозадачную какую-то, здесь вам могут дополнительно какие-то бонусы прийти в виде конкретно финансовых каких-то поощрений или дополнительных выплат. Но все-таки не шутить с этим арканом. И чего бы это тут ни казалось, знаете, первое, с одной стороны, нельзя расслабиться. Почему? Потому что нам кажется, ну, все уже, дело в шляпе. Я уже тут всего достиг, или я уже с кем-то договорился, и все тут уже пойдет по какой-то накатанной колее. А по 15-му аркану да никогда этой колеи не бывает. Потому что, с одной стороны, мы не должны на таком воодушевленном подъеме, а он будет. И мы говорили еще, начиная с карт пасьянса. Так вот, на этом, может быть, даже восторге или воодушевлении, вы не должны попасть в просак. Или не надеть на себя розовые очки. Тут могут как перед вами открыться и перспективы, но люди разные, на вас могут какие-то, допустим, навесить дополнительные обязанности, мои дорогие львы. Поэтому будьте очень внимательны. Может быть, не самая красивая фраза навесить, но зато, я думаю, она хорошо передает смысл. Когда мы на что-то соглашаемся, а вовремя не просчитали, а потом мы подумали. Но мы все быстры задним умом, когда уже что-то состоялось, а мы думаем, ах ты, ну зачем же вот я кому-то сказал «да». Или наоборот, может быть, кому-то сказал «нет» или сказала. Почему я тут не рассмотрел какую-то альтернативную позицию? Вот ее нужно будет рассматривать. Не все
то золото, с одной стороны, что блестит, но и какие-то проекты, мои дорогие львы, кстати, то, что выглядит, вот, например, да, пафосно, или то, что обещают, ну, прямо какие-то радужные такие перспективы, переложите на реальность. Задайте себе вопрос, а что будет, если я останусь один на один с какой-то ситуацией, мои действия? И хотите ли вы с ней оставаться? И точно так же какая-то, на первый взгляд, идея, которая выглядит так невзрачно. Она может как раз стоять перед собой или открывать перед вами, как и блестящее продолжение, прекрасные перспективы и какое-то продуктивное, может быть, и творчество, работу или даже отношения. Поэтому быть реалистами, не попасть в просак и не позволять собой манипулировать. Ну и где-то со стороны вас не пытаться манипулировать тоже. Все же у нас аркан, мир, потому что через какой-то период времени, ну ведь не всегда колесо нашей истории или колесо фортуны идет наверх. Будем реалистами, я всегда об этом говорю. Есть цикличность. Сначала идет наверх, и где-то вот наверх это у вас эта неделя, а потом в чем-то у нас все равно спад. И вот когда этот спад происходит, мы начинаем вспоминать об упущенных возможностях. Поэтому вот что-то подобное у вас может проиграться. Личная жизнь. Отшельник. Вот пусть бы было все наоборот, правда? Отшельник – это когда мы сами по себе. Хотя я и могу сказать, все то, что я только что сказала по 15-му аркану, мы можем отнести к карте отшельник, если в значении плюс. Или как предосторожности, которые нам говорят карта. Вообще у вас два старших аркана, повторяюсь, и это означает, что на вас будут влиять как и информация, как и люди, людское мнение, и еще и внешние события. Старшие арканы не совсем в контексте, чего мы хотим или чего мы не хотим. Есть, ну, как сложившаяся данность. И нам надо будет работать с тем, что мы имеем, или оттолкнуться, может быть, от того, что мы имеем, от самих себя, от собственных ресурсов, от своей мечты, опять же. Отшельник идет медленно. У кого-то это может говорить или свидетельствовать о том, кстати, есть возможность помириться, а каждый уперся на чем-то своем, или в какую-то свою догму, в какой-то шаблон, и не хочет рассматривать другие варианты. И есть в этом риск. Ну, наверное, благое послание в том, что 8 чаш мы уходим от искусственного огня по направлению к Солнцу. Поэтому не мешайте себе идти к Солнцу. По отшельнику нам никто не мешает. Вот и вам никто мешать не будет, мои дорогие львы. Но с учетом 15-го аркана самому себе не помешать. Конечно, у кого-то может быть, знаете, в личной жизни по аркану отшельник, действительно, когда мы уперлись. Вот нет, будет именно так, как я хочу, или никак по-другому. И это нам мешает. И если отношения для вас важны, или какие-то контакты должны быть продолжены, и, может быть, не обязательно вопрос любви стоит, а вопрос дружбы или какого-то взаимодействия, мои дорогие, которое для вас именно важно, как ваше личное развитие. Вот я ведь такое тоже могу допустить. Личная жизнь – это не только про страсть и про любовь. Это наша мечта, это то, что мы хотим осуществить. Поэтому более гармоничное взаимодействие со всеми людьми для вас открывает и новые перспективы. Но и замечтаться вы, мои дорогие львы, не можете, но и застрять в каком-то периоде ограничения. Настал выход ваш на авансцену, настало время, и, может быть, даже искусство мелких шагов. Мы можем расценивать эту карту как знак судьбы или подсказка высших сил, поскольку это старший аркан. Нет, манипуляция и, да, искусство мелких шагов. Отшельник идет медленно, но все-таки он не сидит. Это на этой карте, в этой колоде нам так прорисован человек, хотя в классических колодах Таро отшельник идет. И у него в руке фонарь, а фонарь – это прообраз интуиции. Здесь нам не фонарь, а как будто свет исходит от самой девушки, которая изображена на карте. И это наша мечта. Она движет нами. И поэтому искусство мелких шагов, когда мы успеваем подметить, что для нас в плюс, что для нас в минус. Может быть, и есть какие-то точки взаимодействия или наших интересов, но нам еще предстоит выбрать какой-то правильный фарватер. Нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы,
И будьте счастливы, будьте любимы всегда.